Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание вещам, выбросив которые вы действительно сможете избежать проблем со своим здоровьем. Что это за такие вещи в нашем доме, которые влияют на наше здоровье? Друзья, более подробно все далее в этом видео. Вы знаете, так сложилось в нашей жизни, что мы стараемся все те вещи, которые у нас есть, искусственно продлевать срок жизни. При этом некоторые именно вещи, которые есть в нашем доме, в нашей квартире, к сожалению, они опасны для нашего здоровья и для нашей жизни. Дело в том, что так исторически у нас сложилось, это, наверное, прямо в крови уже вшито, что мы должны оставлять все вещи, которые есть в нашей жизни, оставлять где-то на полочке, в шкафу, но ни в коем случае не выбрасывать. Например, мы с вами можем носить какую-то обувь или какую-то кофту со времен нашей еще молодости, которую мы носили еще, например, в 75-м году или 85-м, даже в 90-е годы. Или, например, та вещь, которую купила, например, наша бабушка. Или, например, мы можем вытираться время от времени какими-то полотенечками, например, которые еще были сделаны, произведены в Советском Союзе еще условно 50 лет назад. Потому что мы считаем, что они более качественные, что они более натуральные и так далее. Но вы должны понимать, что слушать и делать, как говорят наши старшие мамы, бабушки, не всегда правильно. Дело в том, что тем же вот пользоваться старым полотенцем или вот постельным бельем через лет 30-50 не гигиенично, это как минимум. Кроме того, именно многие вещи, они не приспособлены для долгого служения людям и некоторые другие предметы быта. Дело в том, что на них накапливается именно определенная энергетика. И это не просто энергетика, которая предназначена, чтобы аккумулировать и созидать. Наоборот, это разрушение. И мы неосознанно или осознанно не понимаем и все складываем на свои этажерки, полочки, в шкафах. Покупаем даже дополнительные шкафы, потому что это нам что-то там напоминает и так далее. Но вы должны понимать, что именно это вещи влияют на нашу жизнь, влияют на наше здоровье. И, к сожалению, многие не хотят даже об этом думать. Но когда наступают вот эти вот роковые моменты в нашей жизни, уже бывает иногда поздно. Итак, что же это за такие вещи, которые влияют на наше здоровье и на нашу жизнь? Вы знаете, первое, что это комнатные тапочки. Даже самые дорогие тапочки комнатные, которые есть, даже если они дорогие, даже если они какие-то ортопедические, вы должны понимать, что тапочки, это в первую очередь, они оберегают наши ноги, наши пятки. А на наших ногах очень много всевозможных точек, которые отвечают за наше тело, отвечают за определенные процессы в нашем организме. И мы почему-то, вот даже те комнатные тапочки, которые уже вот совсем готовы их даже перешить, мы их даже отправляем на стирку, в стиральную машинку, даже стираем при 60 градусов, потому что вдруг какие-то там микробы и так далее. Но вы должны понимать, что тапочкам со временем не место в вашем доме, потому что вы не только подвергаете свои ножки опасности, но и также вы подвергаете весь свой организм, вот, потому что идет разрушительная энергетика. Поэтому хотя бы раз в год меняйте свои комнатные тапочки. Но, пожалуйста, старые комнатные тапочки ни в коем случае не выбрасывайте, никому не дарите. Лучший, конечно, способ это будет их сжечь. Но если вы проживаете в многоквартирном доме или проживаете в каком-то большом городе, то, конечно, не всегда
выбросив тапочки, вы знаете о том, что их никто не возьмет. Поэтому лучше всего, если вы их, например, разрежете так, чтобы никто другой не мог им воспользоваться. Потому что помните о том, что ваши тапочки и вообще любая обувь, вы ее носите. И она также несет определенную информацию, связанную с вами. Когда вы выбрасываете свои комнатные тапочки, а наши тапочки очень тесно связаны с нашим телом, соответственно, вы кому-то передаете определенную информацию о нашем здоровье и передаете, выбрасываете другим людям здоровье. Поэтому, чтобы такого не было, все-таки уделяйте особое внимание комнатным тапочкам. Далее, что еще влияет на нашу энергетику, друзья? Полотенца. При этом не только кухонные полотенца, но и также полотенца, которые в ванной комнате. Конечно, если рассматривать наш современный мир, то мы, конечно, увидим, что кухонные полотенца сегодня по качеству, к сожалению, они не очень всегда хорошего качества и, знаете, сыпятся и так далее. Но это, наверное, с какой-то степени и даже хорошо, потому что когда мы с вами что-либо сделали, мы вытираем свои руки, да, и мы это делаем при этом, обращайте внимание, на интуитивном уровне. Почему так происходит? Дело в том, что мы хотим вытереться не просто потому, что мокрая вода, а потому что, возможно, вы не так вымыли хорошо, тщательно, и у вас есть какая-то негативная информация на руках, и вы хотите это вытереть, понимаете? Соответственно, полотенце каждый раз вытирает или принимает на себя вот эту негативную энергию. Так же самое происходит, когда вы принимаете душ или купаетесь. Помните о том, что наше тело состоит из клеточек, и каждая клеточка в нашем теле несет определенную информацию. И мы вытираемся, соответственно, мы также передаем этому полотенцу. Поэтому старайтесь полотенце менять. Конечно, каждый считает, что его полотенце уникально, и, возможно, иногда не хочет прощаться, потому что иногда оно может быть подарено близкими людьми и так далее, но все же научитесь прощаться с теми вещами, которые могут принести в вашей жизни негатив. Помните об этом, что эти вещи влияют на ваше здоровье и при этом влияют очень сильно. Далее, друзья, что влияет на наше здоровье, это мебель. Конечно, сейчас в нашем в современном мире и в том вообще, что происходит сейчас, не каждый может, конечно же, обновить мебель. Но вы должны понимать и то, что мебель также влияет на нашу энергетику, на наше внутреннее состояние и на наше здоровье. И не старайтесь никогда в своей жизни брать ту мебель, которая у кого-то уже была в пользовании. Да, сейчас очень много сайтов, через которые вы можете купить бэушную вроде мебель, которая вы, увидев, что она новая, вы решите: ой, как же я выгодно ее купил или купила. Но вы должны понимать и то, что такая мебель может нести определенную разрушительную энергетику, потому что многие, к сожалению, не осведомлены о том, почему люди избавляются от такой, например, мебели, что послужило или стало причиной. Многие люди стесняются это спросить, и таким образом они покупают не просто мебель, а они покупают вот ту лакмусовую бумажку, которая начинает провоцировать определенные проблемы со здоровьем. Поэтому, если вы хотите мебель купить, лучше купите новую. Не вы хотите какую-то мебель хорошую, но у вас не хватает денег, потерпите, соберите денежку, подумайте о том, как вы можете это сделать, проведите практики, говорите магические слова, визуализируйте, мечтайте, и у вас обязательно это получится. Но никогда не старайтесь к тому, чтобы в вашей жизни была бы уж на мебель. Так же самое бывает так, что ваша знакомая или подруга ни с того ни с сего меняет мебель в доме или квартире, потому что она делает ремонт и, соответственно, хочет поменять мебель. Не берите эту мебель даже за деньги. Помните о том, что она уже пропиталась частично энергетикой первых хозяев. И далее она уже несет определенные посылы в ваш дом и вашу квартиру.
Что немаловажно, что несет еще угрозу для вашего здоровья, друзья, это беспорядок в вашем доме. Дело в том, что многие из нас думают о том, что я буду убирать раз в месяц, и я один живу, да, или я живу, и у меня все чистенько, но вы должны понимать о том, что на ваше здоровье влияет в первую очередь и энергетическое состояние вашего дома или квартиры. И когда в вашем доме грязно, много пыли, а помните о том, что пыль, мы ее видим на физическом плане, то есть мы видим материальном, но на энергетическом плане мы, если вы бы видели, что несет какую энергетику пыль, вы были очень бы удивлены. Поэтому старайтесь как можно чаще убирать в своем доме или в своей квартире, как бы вам не было сложно, сколько вы работ бы и не работали. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что, пожалуйста, хотя бы раз в день проветривайте комнату, где вы спите, где вы проводите больше всего времени, потому что это также вам нужны постоянные новые энергетические потоки. И только открыв окно или открыв дверь на улицу, вы их сможете получить. По-другому, к сожалению, никак. Даже если летом у вас есть кондиционер, и он у вас работает 24 часа, особенно когда люди живут в многоквартирных домах, все равно открывайте хотя бы на полчаса, там, вечернее или ранним утром открывайте окна, пусть проветривается и наполняется настоящим воздухом, чистым воздухом. Даже если вы живете в большом городе, где есть производство, много транспорта, все равно этот воздух, связанный с солнцем, с луной, он совсем другой, чем тот искусственный. Помните об этом. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, друзья. Ссылка в описании к этому видео. Там много полезной и интересной для вас информации. Также ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Выбирайте то видео, которое вам интуитивно интереснее, и смотрите, там для вас много полезной, важной, нужной, интересной информации.